Меня очень часто посещала мысль завязать с Counter-Strike. Просто нажимал на мышку. Кто-то заходит ко мне в профиль и начинает лайкать мои фотографии. Моя карьера может закончиться, потому что, с таким характером игроки обычно далеко не идут. Я не скажу, что это было очень романтично. Я не понимаю, что такое MVP. Начнем с того, что мне было 10 лет. Я родился в городе Экибастуз, и как раз таки там я начал играть в Counter-Strike. Меня познакомил с этой игрой мой родной брат. Он показал мне, как играть. Я помню, впервые он показал мне стрелочки. Вот ходишь на стрелочках, целишься и стреляешь. И мой первый фраг был с Глока. Я хорошо это помню, карта Assault. Я был за терроров, я вот так нажал вперед, просто нажимал на мышку, и мой брат сам выбежал под прицел, и я его убил. И с этого моя карьера, скажем так, началась. Мы играли турниры, мы постоянно тренировались, приходили в клуб. Наша мечта была просто выиграть какой-нибудь ВЦГ и просто один раз съездить за границу и завязать с Counter-Strike. Потому что это действительно, это была такая планка для нас, это нереально как будто. Но мы стремились к этому, и, наша команда. А у меня всегда в голове было выделиться, всегда попасть за сборную Казахстана. Там тогда еще спонсировал Арбалет, и был слух, что Арбалет собирает молодежную сборную Казахстана по Counter-Strike. Я всегда мечтал выделиться, быть топ-1 и попасть в эту команду. Помню, когда Мурат Джумашевич взял одного моего тиммейта и сказал: не хочешь ли ты вступить в молодежную сборную Казахстана? Я посмотрел на это и очень сильно разочаровался и завязал с игрой, как слабый человек. А потом, подумав 2-3 месяца, я понял, можно вернуться. Тогда еще появились онлайн-игры, интернет, там Мегалайн челленджи, всякие очень крупные турниры по интернету, которые, мы даже не думали, что по интернету можно играть. И я начал тренироваться в интернете. Мы показывали очень хорошие результаты по интернету. Потом, через какое-то время, мы выиграли топ-1 Казахстана. Вообще, если честно, я просто мечтал, во-первых, за границу попасть, потому что я никогда не был за границей. И у меня была возможность играть в Counter-Strike, либо улететь в Америку по студенческой программе. И тогда мне мой тиммейт Кин, атлет, говорит: если ты уедешь, если ты будешь пропускать турниры, то мы с тобой играть не будем. А я понимал, что у нас перспектив пока мало, и я решил выбрать студенческую программу и забросил Counter-Strike снова. Я уехал в Америку, я там провел очень круто время, очень много повидал, скажем. Когда уже подходил 3-й месяц, хотел домой в Казахстан, я уже думал, приеду в Казахстан, буду играть в Counter-Strike строго. Покупал себе там в Америке уже девайсы, и когда я находился в Америке, на меня вышел игрок, Zelex, он известный, и он мне предложил, сказал: поехали в Москву, мы выиграли отборы, нам нужен 5-й игрок, так как у нашего 5-го не получается. Я сказал: конечно, поехали. То есть я прилетел с Америки, попал на готовое и сразу полетел в Москву. Это был GSL Cup, это был non-pro якобы чемпионат какой-то, но мы выиграли 1-е место, и мне понравилось, как я лично сыграл, потому что я не играл вообще, прилетел, новая игра, считай, практически, там уже какие-то апдейты были, и мы выиграем турнир. Да, за последний год столько всего произошло. Был мой первый турнир с командой Gambit, это ESFC, потом Acer Predator Masters в Германии. Для меня они были не прям удачные, потому что я не показывал ту игру, которую я могу показать. И далее у нас был Веск, где мы играли с сборной Казахстана. Мы поехали, это было в Корее, мы поехали на этот турнир. Я там раскрылся, я понял то, что я могу, почему я не могу в Gambit играть так же, как я играю здесь. И приехав после Веск и посетив следующий турнир с гамбитами, он назывался DreamHack on Coping, там я действительно чувствовал в себе уверенность, я чувствовал то, что я могу. И на этой же волне, то, что я начал с Кореи, я играл на этом DreamHack'е. И мы его победили. Для меня это был первый, скажем, зарубежный крупный турнир, и он закончился для меня победой. Я был, если честно, очень счастлив, я не знаю, до слез, просто это у меня все было в душе, я не показывал это, возможно. Это даже мечтой, наверное, не было у меня, такой чемпионат выиграть. Для меня это было вообще нечто. И после всего этого, после победы, ко мне еще подходят и говорят то, что я получаю MVP. Я не понимаю, что такое MVP. Я говорю, что это, что мне нужно делать? И меня проводят к сцене, дают мне медальку. Я понимаю то, что это медаль,
Я видел ее по картинкам, она вручалась таким игрокам, как Форест, как Гетрайт, как Нео. И я такую медаль получаю себе в карман. Я, если честно, не знаю, я был в шоке. Я постоянно говорил, почему я, чем я это заслужил, как так, это как будто для меня был какой-то сон. И вот тогда и началась как бы проявляться моя и плохая сторона, и хорошая. Я почувствовал такую уверенность в себе, то, что я во многих случаях уже перестал слушать своих тиммейтов. Когда они мне что-то подсказывали, я уже начал огрызаться. И, скажем, у меня был такой период, где я показывал свою плохую сторону, скажем, как человека. То есть я спорил, ну, грубо говоря, я почувствовал звезду. Справиться с этой ситуацией мне помогли мои родители, моя вот, на то время будущая жена и мой брат. Я с ними постоянно созванивался и спрашивал, почему так, почему здесь так. Они мне всегда говорили, просто молчи, просто слушай, просто молчи, и ты все поймешь со временем. Особенно мой брат, он говорил мне всегда такие вещи, типа, я лучше, Абай, пойми, ты лучше, но ты должен понять то, что они не хотят тебе плохого. Они всегда тебе подсказывают только в том случае, когда это требуется. И они всегда хотят это в лучшую сторону. Далее очень много разговаривал со своими родителями, очень много разговаривал со своей будущей женой, она меня всегда подбадривала, она меня мотивировала. То есть я понимал, если я сейчас буду также на этом что не разговаривать со своей командой, то моя карьера может закончиться, потому что, ну, с таким характером игроки обычно далеко не идут. И я начал работать над собой, я постоянно спрашивал советы, что делать в таких ситуациях, что делать в этих ситуациях. И каждый день я просыпался с мыслью и говорил сам себе, Абай, ты должен слушать, ты должен идти к своей цели, несмотря ни на что. Даже если ты прав, даже если ты не прав, ты должен бороться, молчать, слушать капитана и становиться лучше. Вообще, на самом деле, как я попал в команду Гамбит, и я узнал то, что у нас капитан будет Зевс, я был настолько шокирован, что я просто не представлял, я буду играть в команде с легендарным игроком, который действительно добился того, ну, чего не добился никто в СНГ. Попав в команду, я слушал абсолютно каждый его совет, и вот для меня он казался каким-то сверхкапитаном, который, ну, действительно даст мне то, что мне поможет играть лучше. У меня были с ним отношения очень хорошие, он меня очень любил как игрока, я видел это, я чувствовал это, он всегда меня защищал при любом споре. Ну, у нас были споры на ЕСВЦ, на Эйсере, я всегда хотел как-то прогнуть, скажем, свою линию, показать то, что я могу, я же, ну, где-то в каких-то моментах подсказывать могу. И здесь мне в этом всегда помогал, говорил, да, Бай, ты правильно делаешь, говори, мы тебя слушаем. Ну, как капитан он дал мне очень многое, но все начало рушиться после как раз-таки того, как я получил медальку MVP. Он мне говорил то, что я зазвездился, то, что я перестал его слушать, то, что я начал спорить, то, что я начал говорить такие слова, которые не говорил никогда. И со временем у нас отношения становились все хуже и хуже, потому что, возможно, действительно это было так, а возможно, я, ну, тоже мысли пропускаю через голову каждый день, скажем, возможно, он был прав, а возможно, нет. Вдруг он сам себе навязал, а вдруг я действительно очень много спорил с ним. И с того момента у нас отношения начали ухудшаться. Ровно год назад, это было в сентябре, я была подписана на группу одну в Казахстане, турнира Астаны. И в это время я увидела публикацию какого-то парня. Ну, я зашла, подумала, о, это начинающий киберспортсмен. Он тогда еще играл в Тенгри. Я подписалась в эту группу и вообще об этом забыла. И тут через 3 дня кто-то заходит ко мне в профиль и начинает лайкать мои фотографии. Захожу, смотрю, это Абай. Ну, после этого все у нас и началось, наше знакомство. Он мне написал, он мне сказал, что он в шоке, что такая девушка, как я, играет в доту. И он был очень заинтересован мной. Все с этого все началось. Вот его вечные переезды. Мне было лично сложно. Я его ждала в Астане 2 месяца, могла ждать 3 месяца.
когда он приедет в Астану. В Астану он приезжал только по работе, сделать визу или что-то еще. Видела его лишь от силы 5 дней, 2 месяца. Но он мне сказал: потерпи, подожди, дальше все будет хорошо. И мы справились с этим. Перед тем, как мы начали встречаться, он мне сразу сказал: ты будешь моей женой. Я к этому относилась как-то нейтрально, думала, он, наверное, врет или что-то от меня хочет еще. Но спустя 2 месяцев наших отношений он мне сделал предложение. Это было вообще внезапно. И это, я не скажу, что это было очень романтично. Он очень нервничал, это помню. Он мне наговорил много чего. Он мне сказал то, что вообще не должен был говорить. Он мне сказал: а если я уеду в Киев на год, ты будешь меня ждать? А если мы с тобой не сможем встречаться? Он мне сказал то, чего я вообще не ожидала. Я уже расстроилась, я собиралась плакать, я думала, хочет со мной расстаться или что. А потом он просто сел на колено и достал это кольцо. Я была в шоке. У меня такого нет. Я ему никогда не предъявляю что-либо, я не говорю: ты мне не уделяешь время, потому что я понимаю, что это его работа. Он играет, целыми днями сидит, играет, а я в это время тоже могу поиграть в Sims или в Dota, поэтому у нас такого нет. То есть я к этому отношусь всегда нормально. В общем, всегда поддерживаю его. Пусть играет, это его мечта, это его любимая работа. После победы на мажоре я действительно произнес слова, такие громкие, потому что я не выдержал. Guys, I just want to say that just believe your dream, follow your dream, and just work a lot. Thank you, guys. Thank you a lot. Это действительно так, я придерживаюсь этим словам. Я помню, как-то на видео меня снимал на свой влог Даня, и он мне говорил: Абай, к чему ты стремишься? Я сказал: я хочу победить мажор. Чем быстрее, тем лучше, и вообще хотел бы 2. И надо мной посмеялись, и надо мной, в принципе, всегда смеялись ребята, когда я говорил, что хочу выиграть мажор, и в этом году и именно этот мажор. И я доказал не только им и себе, то, что я действительно прав, то, что и, в принципе, многим болельщикам, то, что реально все реально в жизни, если ты будешь стараться, если ты будешь стремиться и верить, ну и, как говорится, много работать. Вообще, если честно сказать, то я не чувствую себя победителем мажора, я не чувствую себя номер 1, то есть себя и свою команду. И я не счастлив, не так сильно счастлив, что я выиграл этот мажор. Я хочу, видимо, выиграть еще. Поражение, которое меня почти сломило, это было как раз-таки на Мальму. То есть это был для нас очень показательный турнир. Мы должны были доказать то, что у нас, наша команда, это не один Зевс. Это мы все. И для нас, конкретно для меня, очень было важно выйти в финал и вообще победить этот турнир. Я понимал то, что мы можем. Но обыграв Астралис, которые являлись реально претендентами на чемпионство, мы споткнулись от Норс и проиграли им, хотя они были, скажем, слабее. И я очень сильно, очень, не знаю, до глубины души очень сильно разочаровался. И я не знаю, не мог уснуть. Я так сильно переживал, что у меня никогда такого не было. И я понимал то, что мы проиграли и упустили свой шанс. Вообще, на самом деле, чтобы достичь именно этого уровня, к чему я прошел через многое. Просто это как будто выглядит все так легко. На самом деле, за моей спиной просто десятки лет работы. Я столько играл. Я тренировался 1-й год, 2-й год, 3-й год. Результата не было. Я не мог пробиться, меня никто не знал. Я не был медийным. Я вообще был ноунеймом. Хотя я играл, в принципе, хорошо, и я не понимал, в чем причина. И вот сейчас, сидя тут, я понимаю то, что все дело было в работе и в вере. Веришь ли ты в себя до конца, не до конца. Ты можешь пройти половину пути и сдаться, ты можешь дойти почти до конца и в конце развернуться, но, видимо, я этого не сделал. И из этой всей истории можно извлечь то, что я не сдавался, я тренировался, я верил, то, что все это реально. Все мечты, они сбываются, если к ним идти. И также я хотел посоветовать молодым, которые сейчас постоянно пишут, как пробиться, как попасть в хорошую команду. Я бы хотел сказать этим всем ребятам: ребят, не бывает чего-то легкого в жизни, не бывает легкого пути. Это просто так пробиться, это нереально. Нужно тренироваться, нужно
добиваться, нужно верить. За всем этим стоит огромный труд, который действительно, ну, он оправдывает свои ожидания спустя 2-3 года минимум.